Всем привет! Сегодня будет видео очень рабочее, от слова вообще. Я буду пересаживать вот эту орхидею в срочном порядке. Вы знаете, что на канале показывается как хорошие разные истории развития событий, так и не очень хорошие. Очень многие сталкиваются люди вот с подобными проблемами. Когда на орхидее, вот эту орхидейку, это биглип, я вам сейчас покажу, как он зацвел. И даже несмотря на то, что сейчас этот биглип цветет, вот видите, он только недавно распустился, недели 3 назад. Но это для вот этого биглипа действительно недавно, потому что он долго цветущий, у него вообще все должно было быть, все замечательно, у него тут боковая почка даже на цветоносе должна была проснуться. Вот это хотела на старом цветоносе расти, но не судьба. Видите, что начинает происходить на орхидее? Здесь цветение этой орхидеи происходит благодаря энергии листьев. Потому что у орхидеи внутри посадки нет корней. Это именно та орхидейка, которую я купила и которая через буквально 2 недели показала полную потерю корней. Покупка холодного времени год назад. Вот, даже больше года назад. Это было ноябрь месяц 2020 года. То есть вот считайте, сколько. Вот это растение я не трогала. Я проливала триходермой, потому что там активно росла грибничка. Я проливала корни пропавшей этой орхидеи Физан-20. Физан-20 очень хорошо заблокировал рост грибницы в посадке. Там грибы росли, и там их было целая поляна. На поверхности поляна грибов. Вы просто не представляете. Один раз достав с верхнего стеллажа эту орхидею, у нее, в принципе, все всегда было нормально. В принципе, с той плохой корневой системой, по которой я поработала грунтовыми фунгицидами, я сделала достаточно хорошее содержание для этой орхидеи, для того, чтобы на этой орхидее появились поверхностные корни. Потому что ожидать никакого развития внутри посадки, сейчас я вам буду показывать, давайте, внутри посадки не стоило. Вот видите, там нет корней. Вот, и это именно то, что я вам показывала достаточно часто на канале. Вот сейчас, так как у этой орхидеи вся та корневая система, которая находится в воздухе, она получает, она не получает, орхидея, из этих корней необходимое питание. Сейчас, несмотря на то, что орхидея цветет, у меня будет просто реально экспериментальная посадка. Без удаления цветоноса, давайте я вот на благо науки скажу так, отправлю эту орхидею. Будем вместе с вами пересаживать в субстрат, который я хочу начать пробовать. И сейчас мы вместе с вами разворошим все то, что имеется у этой орхидеи. Почему длительное вступительное слово, вы меня знаете. Я не люблю по верхам вам все показывать и рассказывать. Я люблю показывать все достаточно плотно, объясняя. Тут корней здесь нет, я вам сразу говорю, потому что, это участница всех моих выпусков, видео, где без удаления пропавшей корневой системы возможно получить восстановление орхидеи. Но вот сейчас, так как эта орхидея зацвела, как я вам объяснила, сейчас вся энергия полностью вот этой вот орхидейки, она уходит даже из листиков на цветение. Поэтому сейчас я буду убирать. Вот смотрите, видите, вот эта корневая, она вся пропавшая. Год назад после покупки, даже год и 2 месяца после покупки, корневые фунгициды позволили мне сохранить орхидею. Все сейчас у меня, весь грунт этот уходит на выбрасывание. Вот посмотрите, видите, здесь на этой орхиате, в этой посадке была достаточно большая мицелия грибницы. Она и сейчас немножко пахнет, но она скорее пахнет, знаете, чем? Физаном 20. Здесь я дважды делала обработку. Видите, ни одной грибнички нет, ни одной мицелии не осталось. Все-таки этот вот препарат, он способен действительно в грунте сделать нормализацию экосистемы посадки.
Так, я прям, знаете, вот для вас снимаю это видео. Я знаю, что многие как-то стесняются показывать такие случаи. Я нет. Все, что у меня имеется, я вам покажу обязательно. Вот это нужно убрать. Оставлять тут нечего. Здесь все корни на уровне тяжей и сухой оболочки. Но я еще хочу, конечно, сейчас мы вот так сделаем. Посмотрим, что на месте среза. Ну, на месте среза, в принципе, старый такой вот пенек подсушенный. Но я еще хочу укоротить. О, отличное место среза. Мне все нравится. Вот, видите? Вот это место среза нужно обязательно закрыть. Если вы не планируете закрывать место среза у этой орхидеи, значит, нужно дать подсохнуть месту среза, ну, где-нибудь ночь 100%. Я сейчас дам ей несколько часов подсохнуть. Вот. У меня сегодня будет двойная работа с двумя растениями, вы все увидите. Я снимаю несколько листьев. Да, я понимаю, что их можно сохранить для того, чтобы орхидея полностью из них энергию взяла. Но мне нужно сделать посадку достаточно низкую, потому что вот эта корневая, она должна попасть в грунт. Разводим в разные стороны и снимаем. Хорошая чистая шейка. Это очень хорошо, это радует. 2 листа я сняла. Сейчас сниму еще, наверное, вот этот. Мне сейчас нужно сделать все необходимое. Ну, давайте, вот как говорю, я делаю действительно экспериментальную посадку. Здесь ситуация, ну такая неоднозначная. Вы сами это видите, сами понимаете. Не буду удалять цветонос, давайте понаблюдаем. Так, вот смотрите, здесь цветонос. Целесообразность нахождения вообще вот этого цветоноса в посадке внизу, она полностью отсутствует. И кочерышка у меня вниз пойдет, правильно? Знаете что? Давайте-ка я его тоже отсеку. Этот цветонос вместе с длинной, ну, шея живая, но она длинная. И вот так. Все. Все. Вот теперь, да, вот теперь оно. Смотрите, я освободила все корешочки воздушные. И они у меня пойдут в посадку. Сегодня посадочка будет для нее предложена необычная. Ни для вас, ни для меня. Покрываю место среза споробактерин. Не имеет значения, какой вы купите. Споробактерин может быть просто название, без рассада. Может быть рассада, может быть споробактерин. Они там, по-моему, дают еще капуста, споробактерин, помидоры. Все это одно и то же. Действующие вещества здесь, их 2. Bacillus subtilis и Trichoderma viride. Все. Поэтому всегда покупайте, обращайте внимание на составы. И вам все станет сразу ясно. Он у меня в сроке годности. Куплен не так давно. Место среза я им закрываю. Что я добиваюсь, покрывая место среза споробактерином? Я цементирую. Сейчас споробактерин вместе с соком растения войдет во взаимодействие, и все будет крутейшим образом. Проверено мной десятками раз. Так, с этой стороны, все хорошенько проходим. Это такие защитные грибки, грибки-хищники, антагонисты, которые не пропустят сюда ничего. А вот эта цементирующая мембрана, которая закрывает место среза, она работает для нас с вами как надо. Сюда никогда не попадет инфекция. Все, биглип сохнет, вот он, покрытый защитной мембраной. А вот эта орхидея морелия. Есть целый плейлист на канале, который так и называется орхидея морелия. Она достаточно быстро восстановилась после полной потери корней. Потеря корней произошла в условиях, я не знаю где, магазина, оранжереи, пока эта орхидея на складе находилась, я не знаю. Но привезла я ее домой в защитном таком картонном стаканчике. Когда сняла стаканчик, ну, не посмотрела при покупке, надеялась, что красиво цветущая орхидея даст и красивый
вид корней внутри. Ну и когда открыла, там ужасающая была картина, полная потеря корней. С одним корешочком, не таким длинным, орхидея пошла в специальную посадку на наращивание корней. Мы ее пересадили в том году, она цвела хорошеньким таким букетиком. Но сейчас мне совершенно не нравится состояние внешнего вида этой орхидеи. У нее листики также продолжают мельчать. Такое ощущение, что та инфекция, которая когда-то была на шее, вот там она пролеченная шея, красная, от Максима, вот, мешает ей развиваться. Поэтому сейчас я достаю орхидею из посадки, и мы будем пересаживать в меньший объем. Когда я пересаживала эту орхидею, там, наверное, у нее и внутри-то мало всего. Чуть-чуть воздушных корешочков, которые были у орхидеи, они пошли в посадку. Они были, вот смотрите, вот как сейчас вы видите, они были очень-очень длинные. Сейчас я буду делать ей хорошую углубленную посадку. Сейчас я это и сделаю. Сейчас самое главное, что мне нужно сделать, убрать вот это бывшее место нахождения инфекции, которое, ну, явно мешает растению как-то хорошо и правильно развиваться. Так, сейчас я буду обследовать корни, вот так смело делаю отрез. Да, вот видите, на уровне зеленого я вижу, ну, нехорошая. Она будет сейчас вот если ее понюхать, это место, да, уже запах хороший, не фузариозный, не грибковый. Место среза, вот именно это, там, где было раньше инфицирование, вот видите, она росла и ни туда, ни сюда, вот что-то вот мешает растению, корни куклят. На такое количество пар листьев, вот эта корневая система, вот здесь все хорошее, вот здесь плотный корешок, плотненький. Вот здесь только немножко он сужен, а вот здесь плотный, он рабочий. Поэтому вот эта корневая система вытянет такое количество пар листиков. Вот на уровне руки, видите, она небольшая. Но морелия, она сама по себе небольшая орхидея, не крупная. Так, вот этот вот корешок сухой. Здесь сухая оболочка, я ее оставлю. Она не видоизменена, она не черная, не серая. Так, вот эти места сейчас я припорошу. Можно перекисью прокапать, чем угодно. Вот именно тот вид орхидеи, с которым сейчас мы вместе с вами будем пересаживать и эту орхидейку. Все вот эти места, где я чуть-чуть укорачивала, даже там, где сухо, я вот так перекисью закрою. Просто одна капелька, одна. Чтобы она только не стекала по корню. Смотрите, вот обращайте на это внимание. Есть растущие корешочки, вот они. Вот, и листик у нее растет, поэтому я уже не стала оставлять ее в старой посадке, вот она как-то не пронено. Вот, есть такие орхидеи, которые с остатком инфицирования на шее не дают хорошего потенциального роста. Вот, но никак, ни туда, ни сюда. Поцветем один разочек, потом опять непонятно, что начинаем выделывать. Вместо среза капельку ставлю. О, так оно и шипит еще. Замечательно. Все, сейчас орхидея, реакция пройдет вот здесь вот, потом я вот это место покрою Максимом. Хочу Максимом покрыть, потому что было инфицирование. И еще я ее уберу вот этот листик, потому что буду делать посадку нижнеуровневую такую, с заглублением поверхностных корешков. У меня литр воды теплой. На литр воды 1,5 мл привикура я подумала, а почему бы мне не пропустить корни морелии через грунтово-корневой фунгицид. Разбавляю. И на 30-40 минут отправляю растение в раствор с привикуром. Может быть, сейчас я то же самое сделаю и для биглипа. Одновременно поставлю сюда. Привикур – системный препарат, который очень хорошо проникает сквозь корневую систему растения и работает уже на уровне внутриклеточным растений. Так, сейчас я посмотрю, вторая войдет. Конечно, войдет. Почему не войдет? Сюда же. Вот так они у меня располагаются, морелью по самые уши, по самые листья туда.
Место среза у биглипа тоже я немножко опустила в воду с привикуром. Там, конечно, сейчас немножко смоется споробактерин, но я повторно еще разочек потом пройдусь по месту среза споробактерином дополнительно. Я готовлю грунт. Смотрите, что я беру. Кора орхиата, производитель орхиата фракции 9-12. Кора чуть поменьше объемом, да, вот смотрите, где-то половина от уровня вот этой коры. Средняя фракция — это кора дикая от Светланы Целиковой, она мне ее присылала. Вот такая миксовка: крупный, ну средний и, скажем, меньше средней. Размешиваю. Вот такой объем коры. Сюда я беру триферн. Это вот именно тот компонент, с которым я начинаю работать. Этот компонент мне прислала Светлана Целикова тоже, поэтому, знаете, как вот дают в руку, поэтому начинаем работать. По триферну я прошла очень глубокий ознакомительный анализ, который мне предоставила Елизавета. Елизавета Титович. У нее есть ВКонтакте личная страница, на которой она публикует шикарные, экспериментальные наработки собственные, не кого-то касающиеся, да, что где-то она посмотрела, увидела и стала это применять. Нет, она сделала все по науке, человек очень глубокий, грамотный, образованный. Она переводила множественные статьи с английского языка. Именно европейцы очень любят использовать этот субстрат в посадку, в том числе и для фаленопсисов. Но делается определенная пропорция в приготовлении вот такой миксовки грунта. И я ознакомилась с экспериментальными данными от Елизаветы. Я была поражена именно тем результатом, о которых она рассказала на своей страничке. Девчонки, оставляю ссылку на Елизавету. Пройдите, посмотрите. Публикаций много, не поленитесь. Это нечто. У меня реально глаза на лоб полезли, когда все это я читала. Она делала посадки, делала с определенными пропорциями. Вы там все увидите. И итоговые результаты спустя, получается, где-то 2,5-3 месяца. Вы все там увидите, посмотрите. Самый важный вывод, который сделала Елизавета, используя триферн, это не влагоемкость триферна, нет. Влагоемкость мха, кстати, намного больше, чем у триферна, а его великие капиллярные свойства. Капиллярность чем хороша для этого субстрата? Капиллярность хороша тем, что, соприкасаясь волокна друг с другом, они очень хорошо передают воду. То есть капиллярная сетка, которую создают в посадке именно этот компонент грунта, триферн. Вот, и я с Елизаветой абсолютно соглашусь. Вот действительно авторы европейских статей и вообще авторы статей, которые писали на практическом применении статьи, да, после применения практического этого субстрата, было заявлено о влагоемкости триферна. Елизавета, вот она правильно сделала выводы, я с ней абсолютно соглашусь, потому что она очень аргументированно рассказала в своих публикациях о капиллярных свойствах. Она доказала действительно просто первое место у триферна – это капиллярные свойства его. За счет этого и получается обалденный эффект при размещении маленьких растений с этим компонентом грунта, этим субстратом. Потом растения на реанимацию, на наращивание корней имеют шикарные результаты. Так, я сегодня беру для фаленопсисов на наращивание корневой системы. Смотрите, относительно коры, вот столько коры, я возьму 1/3 часть триферна. Можно взять половину. Но половину, как я поняла из публикации Елизаветы, лучше брать там для малышат, например, да, или для европейских сортов, которые всегда росли в мхе. Вот те фаленопсисы, которые были взрощены в других условиях, там грунт был у этих растений, не мох. Поэтому вот таким орхидеям
Я делаю добавку из триферна в пропорции 1/3 к остальной коре. Вы знаете, в той статье, даже в тех публикациях, не статье, а публикации, которые сделала Елизавета, именно после своих экспериментов, там рассказывает она о тех результатах, которые она получила, и рассказывает, в каком уровне лучше располагать триферн, опасно ли располагать его около шеи растения. Все вы там можете увидеть. Пройдите, посмотрите. Я была просто поражена тем глубоким экспериментальным результатом, который получила Елизавета. Размешиваю. Я не буду делать послойность, я буду делать именно вот такой вот вкусный грунт. Знаете что, пойду-ка я больше плошку возьму, неудобно. Вот. Вот такая у меня фракция получается. Вот такое расположение триферна в объединенном таком составе. Вот видите, все как бы одинаково везде. Вот. Вы знаете, обращаясь вот к тем публикациям, вот возвращаясь даже к тем публикациям, я вам хочу рассказать, что вы поймете, на чем основано вообще, на каких свойствах основан хороший потенциальный рост корневой системы. Вы там увидите и рассуждения о влагоемкости, и о аэрации, то есть способности создавать необходимое количество в посадке воздушного пространства. Вы там увидите и свойства доказанные, капиллярные. Вы знаете, вот обязательно не поленитесь, пройдите, посмотрите. У меня ушло на ознакомление с этими публикациями 2 часа, но, поверьте, это стоит того. Я подготавливаю горшочки. Для биглипа вот такой вот двойной горшок а-ля импровизированный. Циафлора, именно та, которая была у него в нижнем уровне, вот когда он стоял вот в этом голубом кашпо. Циафлору во внутренний горшок не добавляю, она будет у меня внизу регулировать влажность. На циафлору не хочу во внутренний горшок. Почему? Потому что мне нужно объем хоть какой-то сохранить, чтобы корни поместить. А больше брать объемы я не люблю. Вы знаете мои принципы посадки. Никогда не размещаю корневую систему растений в слишком большие объемы. Влажное кокосовое волокно. Сейчас я его промыла. Вы меня постоянно спрашивают, вот кто-то невнимательно смотрит, или, допустим, новые зрители: Ирина, нужно ли промывать? Промывайте обязательно, потому что промывают их в морской воде, что кокосовые чипсы, что кокосовое волокно. Чипсы, так как они склеенная структура имеют, такие вот они гранулы большие. Чипсы я замачиваю после промывки в питьеводах на ночь. Потом меняю воду еще разочек и все. Волокно просто под горячей водой, которая течет у меня из-под крана 5 раз. Все. Волокно у меня готово. Так, вот такой у меня уровень будет кокосового волокна. Небольшой, не маленький, но он будет создавать вот эту вот нужную мне аэрируемую подушку внизу. Для морельки я беру горшок 0,6, продырявила его. Почему? Смотрите, у меня получается достаточно плотно садится горшок в горшок. Это арте, вы знаете. Если у больших объемов там есть достаточное пространство между стенок горшка, здесь нет у маленького горшочка 0,6. Поэтому я сделала дырки для лучшей аэрации в нижнем уровне. И вот здесь у меня получилось, видите, он не до конца садится, хорошо будет обновляться воздух. На внутренний горшок на дно у меня пошла промытая циафлора, но она не промытая, она замоченная на час в воде. Дальше на циафлору я беру тоже слой для создания аэрируемого уровня из кокосового волокна. Вот, кстати, Елизавета именно так и делала. По-моему, у нее циафлоры не было, у нее было вот как в этом случае. Просто кокосовое волокно вниз на горшочек, а потом вот это вот вкуснятина. Здесь я добавила, ну, как бы свои какие-то, думаю, буду делать тоже эксперименты, наработки, вам показывать. И потом мы придем вместе с вами и с Елизаветой к общему консенсусу. Ну все, пока у меня морель сохнет, вот там чуть-чуть Максима капнула. Здесь вот еще разочек зацементировала все споробактерином. Поехали.
Теперь я беру корни аккуратненько. Вот так. Все в кучечку. Стараюсь. Желательно вот в одно направление их начать размещать. А потом я как бы вкручиваю орхидеюшку. Рукой туда вот так раз, расправляю и опять вкручиваю. И она у меня присаживается потихонечку. Она будет немножко смещена, потому что корневая система в ту сторону лучше развита. Вот, видите, она уже присаживается. Все, орхидея в посадке. Теперь мы начинаем заполнять горшочек подготовленным грунтом. Видите, корни у меня на кокосовом волокне частично располагаются. Так как здесь вся воздушная корневая пошла в посадку, только воздушная, я буду поливать, может быть, знаете, вот через несколько часов буквально, но полив будет крайне аккуратным. Наверное, будет даже достаточно просто плотного опрыскивания по поверхности грунта. Сейчас у нас район обеда, может быть, уже часов 10 вечера я опрыскаю грунт. Миксовка средней фракции коры не влагоемкой с археатой, которая уже изначально влагоемкая, она технологически подготовлена уже на производстве. Это не дикая кора, а подготовленная. Вот с одной стороны я добавила, видите, он так хорошо, плотненько укладывается, ну, за счет вот этой разнофракционной истории. И теперь сюда. Ну, конечно, здесь нужно делать сноску на правильный полив. К этой добавке, к этому особенному субстрату нужно приспособиться. Вот, готово. Смотрим, что у меня получилось. Видите, вот туда я ее углубила, но около шейки на поверхности. Но там вся миксовка, вся. По корням смотрим, как располагается в уровне посадки корни и как располагается вот этот, собственно, миксованный грунт. За счет чего достигаются вот эти вот равномерное увлажнение посадки? За счет капиллярности триферна. Нижний уровень, он увлажняется. Обычно в триферне поливают нижним доливом воды. И очень хорошо, равномерно по триферну, по капиллярным свойствам этого субстрата увлажняется весь горшок. Вся посадка. Поэтому, девчонки, давайте будем учиться, развиваться и анализировать все то, к чему у нас есть возможность прикоснуться. Вот реально. Круто. Опрыскаю сейчас вот по поверхности вечером буквально, ну как, вот возьму вот так вот, да, и вот так вот опрыскаю. Через несколько часов 5-6 пройдет. Вот. Потом я буду поливать только нижним доливом воды в уровень кокосового волокна на 0,5 сантиметра. И уже кокосовое волокно, триферну начинает отдавать все. И пошло-поехало. Обязательно проанализируем, посмотрим, что и как будет. Сейчас я приступаю к посадке второй орхидеи. Размещаю морелию. То же самое. Ловлю корневую систему. Здесь растущий корешок, здесь растущий корешок. Поэтому аккуратненько на кокосовое волокно я завожу орхидейку. Вот так аккуратненько. Не впрессовываем, не вдавливаем, вкручиваем. Она вкручивается отлично. Тоже будет немножко смещена. Это не критично. Вот посмотрите, все. Теперь я обычно делаю как? Я вот так туда ручкой и в разные стороны развожу корневую. И еще разочек вкручиваю. Все, она в домике. Начинаю засыпать. Вот этой всей миксовочкой. Я ее держу, потому что она немножечко у меня заваливается. Сейчас я ее зафиксирую. Кстати, вот триферн, он так достаточно плотненько размещается, достаточно равномерно, создавая необходимую плотность, но одновременно и аэрацию. Вот так у меня получается. Я взяла самые большие куски коры, вот этой рыжей, и просунула под основание растения.
Как-то мне так пока привычнее работать вот так. Туда. А теперь все добавляю в объем. Вот, посмотрите, что у меня получается. Сейчас я выбираю там участки, где археата и триферн без крупной коры, и на поверхность вот так раскладываю. Есть, кстати, у триферна вот такие пучочки небольшие. Это как бы такие множественные корневые волокна, которые из одного пучка выходят, и этот пучок, он не делится. Я пыталась, он не делится. Так, это корни древовидного папоротника. Они располагаются на стволе, собственно, этого папоротника. Наверное, много раз видели. Так, если не знаете, посмотрите. Кстати, еще важные свойства-то я вам не озвучила. Это же антибактериальные свойства. Ох, это величайший питательный субстрат. Давайте посмотрим, что у нас там в грунте. Кажется, что прям сплошной триферн. Нет, конечно, вы видели, что там всего лишь 1/3 от коры. Вот так располагаются корешочки, но где-то были подсушенные корни, я их не стала убирать, потому что они выглядят очень здоровыми. Вот так располагается орхидейка. Вы видели, что достаточное расстояние шеи, туда она ушла внутрь, потому что корни как бы на всей шейке располагались. И я отрезала именно тот уровень, который, ну, было позволительно убрать. Вот. Вот так. Когда поливать буду, то же самое. Вечерком сегодня просто по поверхности, буквально защищая шею, чуть-чуть дам воды. Потом уже, может быть, через 2 суток, 3. Все будет зависеть от состояния увлажненности посадки. Но мне нужно, конечно, вот в этих посадках, ну, не пересушить орхидеи. Этого ни в коем случае нельзя делать. Здесь нужно как можно быстрее их начать восстанавливать. Поэтому я думаю, что, может быть, даже через сутки мне придется уже в нижний уровень налить воды. Вот здесь я буду наливать воды уровня циафлоры верхнего, потому что здесь кокосовое волокно, не маленький слой, и уже по кокосовому волокну всему будет доставаться воды. Все, спасибо огромное Елизавете за те публикации, с которыми она позволила мне ознакомиться. Они находятся в легком доступе. Проходите, смотрите. Вот такие у меня сегодня посадки, пересадки. Растений, которые требовали моего вмешательства. Здесь уже ждать было нечего. Но и, конечно же, я очень хочу провести вот этот вот эксперимент без удаления цветоноса на этой орхидее. Все-таки, знаете что, заработать вот эти немаленькие воздушные корни, которые пошли в посадку, возможно без отсечения цветоноса. Я так предполагаю. Девчонки, как будет развиваться событие, все вам обязательно покажу. Может быть, придется удалить. Покажет время. Желаю вам здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наидобрейшего. Вот такие у меня сегодня рабочие моменты. Видео снималось очень долго, на протяжении 5 часов, потому что мне нужно и подсушить растения, и выдержать в составе препарата и так далее. Поэтому видео не короткое, но оно очень-очень объемное по той информации, которая сегодня содержалась именно в сегодняшнем выпуске. Всем пока-пока, до новых встреч! Ну и, конечно же, спасибо большое Светлане Целиковой за то, что она прислала мне этот субстрат. Наверное, я бы никогда просто его не купила и по накатанной так бы и пересаживала растения в разные системы посадки с разными компоновками грунта, компонентов грунта, но без триферна. А сейчас мы с вами шагаем смело дальше и испытываем этот субстрат.